Прошу вас, вы должны помочь нам. Эшхолд в опасности. Очищение близится, и когда оно наступит, надеюсь, ты будешь на нужной стороне. Нет, я поверить не могу, что Луки оказался не предателем. О, Лолошка, поверь, он предатель. Ладно, но у тебя что-то новое, да? Клинки Мркагрштраклара! Нападение на город Эшхолд. Вот оно. Именно эти слова тут же отвечают на вопрос, зачем уходят монстры и зачем копится армия зараженных. Правда, теперь непонятно, зачем именно этот город и для чего эта атака в целом. Очень важно осознавать, что это как-то связано с церковью, которая как-то связана с началом заражения, которая как-то связана с появлением мироходцев. Первых мироходцев. Распутываем клубочек, как говорится. А вообще, всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в сердце вселенной. Поехали! И снова всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в сердце вселенной. Сезон, в котором мы под угрозой. Да ладно, какая там угроза? Наше сонное измерение — это оплот безопасности и спокойствия. Вот только нападают не на сонное измерение, а на практически последний город людей — Эшхолд. Отстойный город, если честно. Но, учитывая, что там церковь, которая связана с появлением очищения, а значит и связана с зарождением мироходцев, надо бы помочь этому городу. А еще надо бы понять, что об этой помощи думает Багряник и, например, Джедеич. Да, надо узнать. О, и кстати, до этой серии у меня появилось новое несбывшееся желание. Не говори вслух, а то не сбудется. Одно мы тогда потратили на желание богатства, а теперь мы можем сделать что? Так, выносливость, жизни, барьер. Наверное, выносливость это самое крутое, потому что мы что-то типа будем не тратить эту выносливость, да? Нам понадобится сахар и то самое несбывшееся желание. Окей, обязательно сделаем, а пока что... Эй, Невер, привет. Ты как? Здоров, как видишь. Да не-не-не, я не об этом. Я понимаю, что ты живешь на центральном острове, и тебе тяжело. Тут часто бывает шумно. Я об этом. Возможно, но только возможно. Ророшка, мне приятно, что ты спросил. Можешь считать, что я чувствую себя так же, как и всегда. Ага, ну хорошо, если это так. Но было бы лучше, если бы ты перестал водить сюда кого ни попадя. И кого попадя тоже. Я не привык к такому большому скоплению разумных существ. Раньше у Скинта можно было спокойно посидеть, восполнить силы. А сейчас же рядом постоянно кто-то ошивается. А я не хочу быть случайно втянутым в какой-то глупый разговор. Воу, ладно, но... Слушай, ты довольно часто сам начинаешь разговоры. Почему другим нельзя начать разговор с тобой? Карр! Ничего не начинаю. Отстань! Отстань! Карр! О, господи, Невер. Иногда мне кажется, что ты сам создаешь себе проблемы. Хорошего тебе отдыха. Да уж, даже привет нельзя сказать нормально. О, и кстати, подожди, у меня кое-что есть на проверку. Расширение владений, пещера. Мне сказали, что я неправильно пользуюсь пещерой. Короче, раз в какой-то промежуток времени не только руды появляются, но и дроп в сундуке. И вот оно! Оказывается, каждый раз мы можем даже не копаться. Обалдеть, сколько всего. Это за все серии, сколько я не брал из сундука. 14 железа, почти стак редстоуна, хорошо. Так еще и это можем добыть, получается. Иди сюда. И вот после такого нововведения я хочу улучшить пещеру еще разочек. Так, но перед этим рудное железо переплавляем. И обязательно багряника проверяем. О, Лолошка, ты погляди, а мы как раз тебя вспоминали. Здорово! И вам привет. И какие из моих достоинств вы уже успели обсудить? О, столь редкую среди долгоросликов скромность. А вообще, на самом деле... Мы просто обсуждали, что нам могут понадобиться дополнительные ресурсы. Да, но, Лолошка, ты, конечно, не обязан нам ничего приносить. Да и прямо сейчас нам не то чтобы что-то нужно. Ладно, но если что-то понадобится, вы говорите. Может, я не смогу принести, но хотя бы обсудим. А сейчас я бы хотел, Гимлин, поговорить с Марком. Ну так говори. Да нет же, я имел в виду наедине. Да, конечно, я понимаю. Долгоросликовые секреты, да? Конечно. Долгорослики предпочитают дружить только с себе подобными. Конечно. Что? Гимлин, но мы не...
Ай, неважно. Давай. Что ты хотел обсудить? Привет. Слушай, а что насчет... Так, получается нападение, да? А, у меня нет выбора про нападение. Я хочу найти способ выселить Гимлина. Неверу слишком тяжело, когда так много народу. Что? Какого черта? Что такое знает про тебя Джон, чего не знаю я? Как думаешь, все ли в церкви так же преданы вере, как и ты? О, кстати, да, помните цепочка про предателя? В предыдущей серии GDH, когда я за него играл, спросил у ложки про предателя. И, возможно, я думаю, что это епископ Лукий. Как думаешь, все ли там преданные? Ну, очевидно же, что да. Еретики бы не смогли проникнуть в церковь. Подобное попросту исключено. Да, Марк, я понимаю, но ты в этом абсолютно уверен? Да. Подумай сам. Сколько ты видел еретиков, которые могут промолчать о том, что они еретики? Что? Слушай, я не уверен, что... Именно. Каждому из вас необходимо при первой же возможности сказать, что наша религия — это полный бред. Да нет же, Марк. Подожди, ты правда думаешь, что это единственная причина? Ну, конечно же, нет. Все инквизиторы церкви регулярно проходят проверки на чистоту помыслов. И если они не проходят проверку, их могут понизить в должности или вообще изгнать. Правда, они достаточно лояльны к своим служителям. Если тебя изгоняют из инквизиции, ты все еще можешь быть прихожанином. Вау, звучит очень мягко, учитывая, что они готовы сжигать людей за несогласие. Не говори так. Церковь не прибегает к насилию без нужды. Да, конечно. Это все, что ты хотел узнать? Не совсем. А есть те, кто освобожден от этих проверок? Нет. Только высшие чины не обязаны проходить проверочный ритуал. Кардинал и епископы. Верховный инквизитор, обычные инквизиторы и монахи. Все они подлежат проверке. Стоп, подожди. То есть, получается, епископы и кардинал вне подозрений, правильно? Чтобы попасть на такую высокую ступень, юнец, нужно быть самым преданным. Только тот, кто отринул ради церкви все, может оказаться так высоко. Теперь-то, я надеюсь, у тебя все? Да, Марк. Думаю, да. Хорошо. Тогда я вернусь к своим делам. Гимлин рассказывал мне об одном интересном сплаве. Думаю, мне выйдет повторить. А тебе для этого что-то нужно? Как раз таки да. Чтобы ты не мешался, Лолошка. И Горн погорячее. Но думаю, тут я и сам справлюсь. А теперь иди. Иди, давай. Даже ресурсы не нужны? Окей. Вообще Горн погорячее. Это, кажется, я могу. Вернее, Невер может. Что? Подожди. Нет, Лолошка, ты неправильно понял. Он имел в виду, что сам справится. О, господи, Лолошка, как обычно, он хочет помочь, ему это надо. Неужели появилась реально прокачка? Да? Гостевой дом Марк, 7000 спарков. Ну не знаю, надо ли это делать. Подожди, как еще раз он сказал? Но думаю, я и так справлюсь. При этом мы можем помочь. Ладно, у меня есть спарки, поэтому давай, 7000. Сейчас. Надеюсь, все. Да, Невер, спасибо. Без лишних вопросов. Марк, прости, честно, я как зритель не собирался, но, видимо, все-таки поговорить. О, а ты, я посмотрю, не оставил привычки все делать быстро, а? Я очень ценю твой жест, Лолошка, правда. За это я даже позволю тебе... Хотя нет, ты еретик. Но мои возможности как кузнеца существенно расширились. Пожалуй, вернусь к работе. Подожди, а... Что? Ты позволил бы мне подержать свой клинок? Или что? Я не понимаю. Видимо, да, подержать клинок. Но вообще у меня ощущение, что нам жестко намекнули. Если я продолжу помогать Марку, он может подарить свои клинки. Это звучит просто обалденно. Так, погоди, а ты сказал, что у тебя что-то расширилось. Я могу стоп, я могу поговорить. О, Лолошка, я же попросил. Да, ну мало ли. Нет, у меня ничего не получится, если ты будешь мешать. Иди. Мы закончили разговор, Лолошка. Ладно, но у тебя что-то новое, да? Клинки Маркограштраклара! 100 000 спарков! То есть я был прав! Но я думал, что оно мне как-то на доверии, но...
Етить! Я не могу посмотреть, сколько клинков, точнее, сколько атаки. Я чертовски захотел нафармить 100 тысяч спарков. Да, ну подожди, смотри, у него тут тоже обновилось. Добротный двуручный меч. Ой, как же захотелось. Также отравленный кристалл скинта, чистый кристалл скинта. О, чё, броня мироходца? Слушай, что-то как-то я неплохо его прокачал, это правда. Мне нравится мой грубый двуручный меч, но я поменял его на этот эльфийский, потому что у него больше урона. Зато теперь мы, по идее, можем снова прокачать какой-то новый меч, вот этот двуручный, купить. И что у нас в итоге? Требование 16 сил. Ого! Ты посмотри, какой базовый здесь урон, 42 плюс 11. Так, требование получается 16 силы. У меня сейчас 13. Блин, ну у меня нет столько спарков. Окей, зато я понял, надо фармить, мы это обязательно сделаем. А пока что never, тут ничего. Здесь у нас тоже ничего, до свидания. И на всякий случай проверим остальных. Эй, Альфред. Ну, живой, дышит, как говорится. Что там интересно у Беренгария? О, привет, что делаешь? Поговорить? Беренгарий, привет. Эй, Беренгарий! Эй! Да боже! Алло, Беренгарий! Лолошка, это что такое? Я тебя даже и не заметил как-то. Да я тут уже несколько минут стою. А? Минуты? Да, ну, то есть не минут. Ладно, короче, это не важно. Ну ладно, как знаешь. Но ты не болтай мне под руку, Лолошка. Я мог добавить не тот ингредиент, и все. Пуф, понимаешь ли, взлетел бы мой домишко-то на воздух. Да. Где? А что ты делаешь? Ой, Лолошка, ложись! Что? А? Ты реально что-то добавил не то? Что это? Ой. Ай, кажется, все-таки перепутал немножко. Но нам повезло, не взорвалось. Только вонь. Беренгарий! А нельзя быть как-то повнимательнее, не? Ну только я предупредил тебя. Да нет же, я не про это. Я просто хочу, чтобы к моему дому относились бережнее. Все-таки это мой сон. Я бы не хотел, чтобы он взлетел на воздух из-за каких-то мухоморов. О, как будто бы мухоморы могут взорваться. Вот если использовать зрелые пуховики... Беренгарий, прошу тебя. Да ладно, я просто шучу. Буду более уважительно относиться к твоему дому. Я тебя понял, я услышал, Лолошка. Ой, вечно все на панике какой-то. Конструктивно, я понял. Так, здесь ничего нового не появилось. Беренгарий, в общем, постоянно что-то готовит. А Джон ведь опять куда-то делся. А я так и не рассказал ему о своих подозрениях. И чего я начал с этими 3000 спарков? Это же вообще на меня не похоже. Впрочем, это его проблема, что он решил уйти, даже не поговорив со мной. Марк, с одной стороны, подтвердил, с другой стороны, опроверг мои догадки. То, что епископ Луки не проходит проверки, говорит о том, что церковь не узнает, если его помыслы окажутся нечистыми. Но как ему тогда удалось стать епископом? Как бы то ни было, я уверен, что с ним что-то не так. Епископ Луки с самого начала показался мне каким-то... другим, что ли? Задание среди нас. Во! То есть мои догадки и догадки Лолошки все-таки немножко схожи. Это радует. Наведаться к епископу Лукию и обсудить его потенциальное предательство. Как же оно долго идет. Короче, Джон может сколько угодно считать всех вокруг бесконечно тупыми, в особенности, кажется, меня. Но самое время показать ему, как сильно он ошибается. Епископ Луки кажется мне единственно верным ответом на вопрос, кто все-таки предатель. В этом я и собираюсь убедиться. Так, окей, пробраться к епископу Луки, но как? То есть, чисто теоретически это только через кристалл Вэшхолд? Блин, ну ладно, короче, не будем думать, просто... О, желание. Да, кстати, желание, погоди, епископ Луки, плевать на тебя, плевать. Нужно желание. Я чуть не забыл. Так, а ну-ка, сахарный тростник срочно, спасибо. Давай-ка, наверное, сразу побольше возьмем и немножко вырастим. Нельзя тратить все, не выращивая новое. Поэтому давай, топчи. Все, расти. То же самое здесь и то же самое здесь. Сахарочек получаем, соединяем и та-дам! Желание, выносливость. И
Так, все, оно сразу всосалось. Как оно используется, в целом мы более-менее понимаем. То есть надо просто взять сферу желаний и юзануть. Правда, я заметил здесь 2 слота, типа оно вместе активируется. Будучи заключенным в сферу, значительно повышает выносливость владельца. Дает плюс 20% к запасу сил на 10 минут. О, на 10 минут это хорошо! Все. Напомню, богатство удваивает добычу спарков. Давай-ка, наверное, сначала встанем и проверим, как это работает. Типа, используем! Да, сразу 2 сферы. Сюда. Вот жалко, что здесь ничего не написано. Типа, я просто вроде как активировал, и оно работает, правильно? А, во! Запас сил стал почти 400! Офигенно! О, да, я обожаю эти сферы желаний. Короче, перемещаемся. Эшхолд, перемещаемся. Угу, спасибо. Так, и в итоге епископ Лукий. Это, по идее, где-то А, так вот он. Реально просто стоит. Ой. Ё-моё. Что происходит? Тут проповедь какая-то была, я не понимаю. Так, ребят, простите. Да, пожалуйста. Да, спасибо. Здравствуйте. Фига себе вы собираете тут людей. Прикольно. Поговорить. О, не думал, что после того переполоха ты вновь явишься, дитя. Но я очень ждал тебя. Мне пришлось приложить много сил, чтобы о том недоразумении забыли. Но я знал, что ты еще сможешь встать на нужную тропу. А ошибки они у всех есть. У всех. Так, погоди, ты о чем? О том, что что-то там сделал GDH, но в итоге это скинули на меня, я понял. Простите, епископ Лукий, послушайте. Я знаю, что в церкви есть предатель. Тот переполох не я устроил, а мой двойник. Вы не такой, как остальные служители. Почему? Я не совсем хочу в лоб говорить про то, что он какой-то необычный и типа как-то по-предательски выглядит. Короче, тот переполох устроил не я. Хо-хо-хо, дитя. И кто же тогда? Твой близнец, что ли? Ну, вы можете мне не поверить, но да. О, брат. Да, что-то вроде этого, брат. О, это все объясняет. Вы ведь так похожи и так различаетесь одновременно. То-то я не мог понять. Мне-то ты совсем другим тогда показался. Но теперь я знаю, как и знаю, что не ошибался в тебе, дитя. Да, епископ Лукий, но послушайте, раз этот момент мы обсудили, скажите, мы можем обсудить кое-что еще? Только, если что, это очень деликатный разговор. Личный, я бы даже сказал. Да? Нас никто не должен услышать, понимаете? Да, конечно. Месса закончилось, а собрание инквизиторов будет только через Скифос. Думаю, мы успеем, дитя. Вы точно уверены? Это очень, я повторюсь, очень личное. Ты меня интригуешь, дитя. Но ты можешь быть спокоен. Эти стены могут хранить любые секреты. Что же привело тебя ко мне? Епископ, я знаю, что в церкви есть предатель. Оху-ху. Я, знаешь ли, сомневаюсь в этом. Да и я был готов услышать эти слова скорее от инквизитора или другого служителя, чем от горожанина, который предпочитает компанию охотников. Епископ, пожалуйста, послушайте, я точно это знаю. Да? Откуда же? Ой. От меня. О, это... О, это и правда. О, один в один. Это невероятно. Вот только цвет разный. Прости, дитя, но ты проявил серьезное неуважение к церкви, и... Почему я должен тебя слушать, а? Я могу показать тебе кое-что интересное. Если ты, епископ, проведешь нас в архивы. Архивы? Доступ туда открыть только служителям определенного уровня. Да, слушай, в твоей церкви вероятнее всего завелась крыса. Неужели тебе это не интересно, а? Чтобы я вам поверил, я должен провести вас в архивы, правильно? Вот именно. Поверить не могу. В архиве до сих пор остались такие самонадеянные люди. А знаете что? Я готов сыграть в вашу игру. За все те годы, что я служу в Эшхолде,
Я еще ни разу не был так заинтересован. Конечно, за большими ожиданиями часто следуют большие огорчения, но пока что мне весело. Пройдемте за мной. Серьезно? GDH, ты красавчик. Что это, что это? Я попрошу вас надеть это. Что это? Ладно, давай сюда. А, это, господи. А ты, я смотрю, чувствуешь себя полноценным хозяином этого места, да? Ну, конечно, дитя. Ведь церковь — это место для всех верующих. Любой верующий — ее полноправный хозяин. Когда мы впускаем в себя Отца, Он впускает нас в себя. О, господи, это звучит очень плохо. Ну ладно, пойдемте. У нас не так много времени. Уа, нифига себе GDH, уговорил. Ну вот это классика GDH-евская, он всегда все может. Слушайте, а робота у нас неплохая. Мне нравится. Так, в итоге мы где-то под церковью. Уф. Страшно, очень страшно. Надеюсь, это не какая-то там ловушка от епископа, потому что... Ну не знаю, он мог зацепиться за то, что мы знаем про предателя. Здравствуйте, братья. Я желаю войти, и эти двое со мной. Без лишних вопросов, ты смотри. Вау! Ля, какая анимация. Прикольно, спасибо. Ребятки, вы очень добры. Такс. Это явно какое-то очень секретное местечко. Спасибо, что закрыли. Вот, дети мои, святая святых всего Эшелда. Знаете, честно говоря, я ожидал чего-то более внушительного, что ли? Хо-хо-хо. Ну так это же не музей. Это место, где мы храним знания. И как же вы теперь докажете мне наличие шпиона? Так. А ну-ка. О, те самые весы! Сейчас, как я понял, это где-то здесь. Ты найдешь какое-то секретное хранилище, да? Так, ага. А вот и оно. На, епископ. Так. Это... И что это? Ой, ну доказательство же. Доказательство того, что с помощью этого артефакта предатель... Джон, подожди. Епископ, это же тот самый артефакт, который я возвращал по вашему же приказу. Я знал. Луки, я знал, что вы не можете искренне верить в этот бред. Прошу вас, вы должны помочь нам. Эшхолд в опасности. До сих пор ничего не понимаю. Дитя, что ты знал? Это бумажка, это твои обвинения, они... Нет. Бедные заблудшие души. Я не знаю, как вам удалось узнать о потайном отделении в весах, но... Это обычная бумажка. На ней же написана какая-то белиберда. Наверняка она пролежала там много веков. Я тронут, дитя, что мое небольшое задание заставило вас выстроить целую теорию. Я тронут даже вашей заботой о городе, правда? И я тронут настолько, что даже не стану о вас доносить. Потому что я вижу, что как минимум у тебя, Лолошка, чистое сердце. Никто не использовал весы для передачи посланий, поверь мне. Это правда, мы сражаемся за эти весы с гнолами уже давненько, но лишь потому, что эти глупые мусорщики считают, что все, что блестит, должно принадлежать им. Но епископ Лукей, вы ведь... Тише, дитя. О, возьму с собой. Очищение близится, и когда оно наступит, надеюсь, ты будешь на нужной стороне. А теперь нам пора возвращаться. Скоро начнется собрание инквизиторов. Вы же не хотите, чтобы кто-то узнал о нашей запретной прогулочке, верно? Так. Знаете ли, должен признать, наша небольшое приключенница меня совершенно не разочаровала. А вот тебе повезло, что вы с братом так похожи. Если бы не он, вход в город был бы тебе до сих пор закрыт. А ты, дитя, пожалуйста, я прошу тебя, оставь игру в героя. Здесь нет никакого секрета, нет никакой тайны. Это реальная жизнь, не выдумка. Я стал епископом, потому что помогаю приводить людей к правде. Нет ничего удивительного, что ты увидел во мне соратника. Но это не потому, что я предатель церкви, а потому что церковь зовет тебя к себе. Прошу, хватит этой болтовни. Лолошка, пойдем отсюда. Епископ Лукий,
О, Ой. а вы как раз вовремя. Попрошу, оставьте нас. Нет, 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 я поверить не могу, что Луки оказался не предателем. О, Лолошка, поверь, он предатель. Что? В каком плане? Но ты же слышал его слова. Вот именно, я слышал. Откуда ему знать про передачу посланий гнолам, если мы не успели даже рассказать об этом? Ну... Он мог догадаться по контексту? Да нет же, Лолошка, чутье тебя не подвело. Он действительно не тот, за кого себя выдает. Но, кажется, в этой игре есть еще одна сторона, о которой мы пока что не знаем. Сторона. Ладно, кажется, все интересное здесь закончилось. Мне пора. Стой! Подожди. А как ты вообще узнал, где я и чем занимаюсь, а? Что, не нравится быть таким предсказуемым, да? Ах, Лолошка, не переживай, я ненадолго. Увидимся. Да куда... Какое... Нет смысла, короче, вообще что-то спрашивать. Задание в итоге среди нас. Найти настоящего предателя. Кажется, я немного поспешил с выводами. Или не поспешил. Джон, как всегда, меня только запутал. Как бы то ни было, нам нужно найти настоящего предателя. Эту самую, как сказал Джон, сторону, о которой мы пока что не знаем. Да. Ой, Фу. здрасте. Что? Ты все еще здесь? А что такое? Там жарко, что ли? Луки сегодня особенно не в духе. Знаешь же, каким он бывает. Да? А каким он бывает? Да, это точно. Мне бы тоже понадобилась передышка. Мне казалось, что он самый добродушный человек во всей церкви. Слушай, а каким он бывает? Подожди, а вы с ним не близки, что ли? Я еще никогда не видел, чтобы епископ тратил свое время на прихожан. Обычно этим занимаются проповедники. А ты, видимо, у нас особенный, да? Раз он тебя в тот раз защищать стал. Я после той большой заварушки-то смекнул. Ты у нас какой-то особенный. Когда епископ начал заминать эту историю. Ненавижу тех, кто его любезностью пользуется, но при этом даже не заслуживает ее. Ну так, а если я не заслуживаю, чё ж ты со мной продолжаешь болтать? Возвращался бы. А я пойду. Да только ни здесь, ни там компания мне чё-то не мила. То есть тебе не мила компания других церковников? Эй! Я с тобой разговариваю. А я пойду с тобой. Может, все-таки поговорим? Ай, ладно, увязался. Расскажу тебе. Все равно тебе никто не поверит, если ты потом кому-нибудь расскажешь. Не нравится мне, что происходит сейчас в церкви. Не нравится. Ты наверняка ведь слышал, что во всей округе воплощенные поисчезали, да? Да, слышал и даже видел. Ну, я тоже слышал. Был недавно на городской стене, вся стража только об этом и говорит. Даже к охотникам ходил, расспрашивал этих. А церковь все молчит и молчит. Ни проповедники ничего не говорят на мессах, ни нам на собраниях ничего также не говорят. Я решил задать этот вопрос Лукию, ну, сейчас. А он на меня так странно посмотрел и говорит: «Ничего такого нет, тебе показалось, наверное. Сейчас дождей давно не было, а воплощенным тоже нужна вода. Они ушли к рекам». А я с охотниками говорил: «Нет никого на реках, нет никого в топях, вообще нигде никого нет». А как может быть такое, чтобы нигде никого не было, а? Куда поисчезали воплощенные? Что это для нас-то значит? Почему, блин, все церковники молчат? Слушай, я знаю, что вас ждет. Чё? Знаешь? Да, я за этим и приходил поговорить с Лукием. Но, кажется, он не тот, за кого я его принял. Так расскажи! Ты мне не поверишь. Расскажи! Я не выдам тебя! Прошу, у меня семья! Если семья в опасности, то... Оу, семья? Что-то тебя это не смущало, когда ты сжигал дом той женщины в переулке? Ну так она же неверная, и... Ай, ладно. Сейчас я, кажется, начинаю что-то понимать и начинаю видеть... ошибки церкви. Ее ложь. Прошу, расскажи мне. А ты у нас, смотрю, необычный парень, да? Возрадуйся, грядет очищение. На город планируется большое нападение. Я не буду тебе ничего рассказывать. Блин, ну на самом деле он мне уже тоже много всякого рассказал, что обычно, не свойственно инквизиторам, на город планируется большое нападение. Нападение?
Да, я думаю, армия воплощенных придет с координированной атакой. Не-не-не-не-не, ты что ты такое говоришь? Это невозможно! Воплощенными никто не может управлять. И куда же тогда они все подевались? Я говорил, что ты мне не поверишь, так что... А, ладно. Что же это такое-то? Ну ладно, я готов к очищению. Я готов, я чувствую это, но черт! Жена, сыночек, они же... Послушай, нам нужно быть готовыми. Всем нужно быть готовыми. Только так мы сможем выжить и дать общий отпор. Помочь друг другу, понимаешь? Понимаешь? Ну... А может быть, ты врешь мне? Может быть, ты ошибаешься? Сейчас я говорю тебе просто правду, которую сам знаю. Ладно. В любом случае, лучше быть готовым к тому, чего не будет, чем не быть готовым к тому, что будет. Да, я понял. Я подумаю над твоими словами, еретик. Не... Лолошка, зови меня просто Лолошка. Хорошо, Лолошка. Пожать руку. Да будет так, еретик Лолошка. Встретимся позже. Сейчас мне пора. Давай. Кто же мог подумать, что все повернется таким образом? Мне повезло, что Инквизитор попался с головой на плечах. И с семьей, которой он так дорожит. Теперь есть хотя бы минимальный шанс, что удастся подготовиться к грядущей атаке. Так, ладно. На самом деле, то, что сказал нам Инквизитор в самом начале, это самое важное. Луки сегодня особенно не в духе. Да, то есть, получается, его наша информация с GDH немножечко так подкосила. И я так понимаю, что GDH более чем подозревает епископа Лукия, но при этом также понимает, что в этой истории, опять же, есть кто-то другой, с кем идет общение. Но я тут подумал, раз уже 3 серии подряд говорят о каком-то нападении, то, наверное, вот этот меч надо бы использовать. Так, нам нужна сила 16. А ну-ка. Хотя стоп! А где мне монстров найти? Ну ладно, может быть в лесу Мэрибор все-таки кто-то остался? Если даже тут никого нет, то это трэш. У меня 3000 спарков, и все, это конец. Ну, то есть, вот эти 3000 спарков, это мои последние спарки, которые мы можем потратить. Тогда, наверное, возвращаемся в сон. Раз уж здесь мне все равно делать нечего, и я пофармить все равно не могу, то тем более переместиться, измерение переместиться. Так, здравствуйте. Блин, как же все-таки они грамотно орудуют моим настроением, моими эмоциями. Я вижу вот эти клинки Мэрк игры Штраклара, и я понимаю, что вот никак не нафармить. 0 монстров. Так, О, Невер. Ты что это там сидишь? Поговорить? О, Ророшка, я поговорить с тобой хотел. А, да? О чем это? Хотя нет, я уже передумал. Подожди, ты сейчас серьезно? Подожди, ты реально серьезно? У меня тоже этот вопрос в голове. Что? Подожди. Алло! В смысле? Какого черта? Never! У меня такой вопрос. Могу ли я реально как-то с помощью червячка фармить много-много спарков? Вот сейчас у меня есть, по идее, где-то гнилая плоть, да? Так, погоди, у меня была гнилая плоть, я уверен, но... Неужели я ее выкинул? А, ну кстати, у нас есть тыковка. На! Ну-ка. 300 спарков, хорошо. Вот, кстати, хоть какой-то фарм да есть. Надо не забывать про это. Так, а на мастерской у меня, кстати, вообще что-нибудь по... Ой. Внимание, вам доступен новый рецепт. Метательный нож. Спасибо. Но я хотел сундуки посмотреть. Здесь ничего не появляется. Ау! Что это было, бляха? Это пила! Не пугайте меня так. Ничего в этом не понимаю. Это create мод, я... Не шарю за это. Что-то тут, короче, крутится. Но, если, кстати, тут что-то крутится, мы смотрите, что делаем. Необработанная крупица скинта. Сюда пошел процесс. И мне кажется, нужно заточить вот этот добротный двуручный меч. И на все про все мне нужно примерно, ну, наверное, 16 крупиц. Сейчас вот как раз оно доделается. Ой. Бумага кончилась. Ладно, 14. Окей, 14, надеюсь, будет достаточно. У меня еще 4 здесь. Все, супер. Мне сейчас очень интересно сравнить вот этот меч плюс 3 и вот этот меч, который станет плюс 3. Такс. Бам. Бабам. Ба-ба-бам. Итого у нас тут за каждую силу дается 0,48, а тут за каждую силу 0,83. Тут 47 плюс 8, тут 40, почти 50 плюс 13. Но при этом здесь прибавится еще, когда мы прокачаем силу до 16, видите? Требования. Так, а вообще у меня какой-то метательный нож открылся, ну-ка. О, прям так просто? Железный слиток и палка? Хочу, попробуем. Так, здравствуйте, палка, здравствуйте, верстак. Объединяем, и вот оно. Урон 10 плюс 12. Улучшается от ловкости. И что, он прям реально метается? Ну-ка.
А, у него еще и перезарядка. И можно драться, прикольно. Я думаю, мне надо это сделать, потому что, возможно, кого-то надо будет выцеплять издалека. Типа, знаете, какие-нибудь лучники. Да, их надо будет вот так вот атаковать. Железа надо только побольше. У меня тут переплавлялось, отлично. И, собственно, готовка полным ходом. Знаете, у меня складывается ощущение, что нападение на Эшхолд произойдет... возможно, уже даже в следующей серии. Монстры явно собраны. Вряд ли они будут тянуть с этим нападением и... Готовимся, ребята. Эти мечи, эти клинки и так далее нам дают не просто так. Ну и, конечно же, не забывайте ставить лайки и подписываться, потому что благодаря всему этому сезоны живут, каналы живут, да и в целом русскоязычная комьюнити продолжает... хоть как-то выживать. Да, типа алгоритмы Ютуба сейчас вот последние 2 месяца после замедления Ютуба прям поломались. Поэтому я прям настоятельно... умоляю вас, вот так это можно сказать. Не забудьте, прошу вас. Я могу даже сказать еще, не забудьте на колокольчик нажать. Это тоже помогает. Всеми силами восстанавливаем СНГ YouTube. Спасибо. А вообще, если вы здесь впервые, то можете еще и друзей позвать. А с вами были Лолошка. Новые клинки, новое оружие и предатель в церкви. Кто бы это ни был. Всем удачи, всем пока. Пока-пока-пока-пока.